Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 15 июня, суббота, и сегодня мы с вами проводим промежуточный выпуск. Хочу вам сразу напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в воскресенье, 16 июня. И перед тем, как формулировать вопрос, ставьте знак вопроса, ну, либо пишите слово «вопрос». На самые популярные из ваших вопросов, которые выберет рейтинг YouTube, я отвечу уже завтра. Также хочу вам напомнить, что у нас существует Patreon, где я отвечаю практически на все вопросы. В последнее время очень много вопросов. Около 2 часов каждую неделю отвечаю. И там, конечно, любопытство наших подписчиков удовлетворено. Давайте перейдем к событиям, которые произошли недавно. Что я с вами хотел обсудить? Ну, во-первых, некоторые проблемы, которые возникли у человека, похожего на президента России Владимира Путина, вернее, человека, которого назначили президентом, давайте будем говорить откровенно. Я думаю, что вы помните, еще в прошлом году и даже, по-моему, в конце позапрошлого года я говорил, что надежда на то, что Путин умрет и все диаметрально променяется и будет, значит, все замечательно в этом мире, но они не оправдываются обычно. От человека был бы это человек какой-то суперличностью, от которого действительно зависели какие-то процессы глобальные. Он был центром баланса, это правда. Можно и нужно было для нынешней власти оставлять подобный центр баланса. Ведь Путин был не 7 пядей во лбу, правда? И как решили нынешнее Политбюро 2.0, вполне нормально держать болвана, который похож на Путина. Да, пусть даже не сильно похож, но тем не менее похож. Держать болвана вместо Путина, и все будет замечательно. Главное, чтобы элиты видели этот центр баланса. Неважно, настоящий он или псевдо Путин, но вот центр баланса для элит очень важен. Поэтому изобрели двойника, который исполняет роль Владимира Путина, но которого, опять-таки, будем говорить откровенно, назначили президентом России. Да, выборов не было, но этого президента признали страны Запада. США сказали откровенно, кто бы это ни был. Не суть важно, если этот человек находится в центре баланса власти, то есть, фактически, консенсус российских элит определил этого человека как президента, то мы будем признавать его фактически президентом. Еще раз обращаю ваше внимание. Какими словами руководство США определило этого человека как президента России? Да, они сказали, выборы были хреновые, и выборами назвать толком нельзя, но так как этот человек, неважно кто, у власти, соответственно, мы будем признавать эту ситуацию. Причины мы уже обсуждали с вами многократно. Я вам говорю о ситуации, которая складывается на сегодняшний день. Так вот, у этого человека, которого мы с вами называем назначенным президентом России, возникли проблемы с международными визитами. Это предстоящие визиты в Северную Корею и Вьетнам, и возможные визиты также в некоторые другие страны. В чем проблема, собственно говоря? Проблема в том, что у так называемого Путина впереди много интересных событий, которые связаны с его, в том числе с его здоровьем. Ему предстоит некоторые медицинские процедуры. Во-первых, касательно почек, обострилась его болезнь, у него хроническая болезнь почек. Плюс его внешность, опять-таки, оставляет желать лучшего. У него есть проблемы с болью, у него возникают боли в области скул, в области подбородка нижней части и так далее, так далее. С
не только эти причины, но и эти причины влияют на ситуацию, в том числе и в российской власти. Почему это так же важно, как и мы с вами следили за здоровьем президента России Владимира Путина? Ну, во-первых, потому что второго двойника, которого можно уже сейчас предъявить публике, его просто нет. Есть человек, чем-то напоминающий, нынешнего напоминающего, да, пародия на пародию, но тем не менее этого человека еще образно говоря, сырая заготовка, да, и этого человека выпускать в информационное пространство, в открытое, чтобы его фотографировали, чтобы его, значит, воспринимали как Путина, ну, пока это практически невозможно. Поэтому есть общее беспокойство у нынешней власти по поводу этого человека. В то же время этот человек посещает МИД, да, и рассказывает очень интересные и страшные вещи. Интересные и страшные одновременно. Ну, во-первых, он предъявляет ультиматумы. Ведь вы же прекрасно понимаете, что это был ультиматум не Украине. Он этот человек выражал мнение нынешнего российского руководства, в частности группы Патрушева, которые по большей части курируют дублера. Значит, давайте опять-таки немножко к подоплеке вернемся. Почему и зачем нужно было столь жесткое выступление человека, похожего на Путина? Санкции, которые ввели, они действительно серьезно ударили по нынешней ситуации в финансово-экономическом секторе России. Всерьез, и, вероятно, последствия будут пролонгированы следующими пакетами санкций, в чем, опять-таки, никто не сомневается. То есть ситуация в экономике и в финансовой системе будет только ухудшаться. Здесь и курс доллара, и не только курс доллара, там очень многие факторы, которые обсуждались во время консультации между представителями Политбюро 2.0. Но нужен, значит, жесткий ответ. Жесткий ответ для того, чтобы определить переговорные позиции и требовать снятия санкций. Понятно, что немедленный выход Украины из 4 областей, которые являются, по сути, областями Украины. Конечно, просто заявление о переговорной позиции, основной тезис в его речи, это, конечно, снятие санкций. А то, что санкции должны быть сняты, понимают нынешнее российское руководство, понимает Патрушев, понимает его окружение, то, что в ближайшее время будет кризисная ситуация, действительно кризисная, и это может привести к потере управляемости в стране. Я думаю, что возможности потери управляемости Патрушевым переоценены, но, тем не менее, есть действительно важный аспект – это борьба за власть. Понятно, что сейчас есть 2 крупные башни, которые борются между собой, и в этой борьбе финансовые и экономические проблемы в России могут сыграть на руку одной из башен. Какой, я думаю, что вы понимаете. В итоге Патрушев пытается ситуацию сделать максимально комфортной для себя, увеличивая, везде так, да, я думаю, что вы уже понимаете, как себя ведет Патрушев. Он, во-первых, раскручивает маятник репрессий в России, ну, а во-вторых, примерно так же действует относительно западных партнеров, когда заявляет ультиматумы устами человека, похожего на Путина. Человек, похожий на Путина, выставил ультиматум и, значит, попросил снять при этом санкции. Выглядит это все, понятно, нелепо. Понятно, что ни Украина, ни Запад не пойдут на эти условия. Но важна переговорная линия, важно определение, да, каких-то условий. Понятно, что нынешнее российское руководство согласно на значительное, даже группа Патрушева готова на значительное послабление своих позиций. Я уже говорил о том, что в принципе Патрушев не против был бы замириться по нынешней линии разграничения. И то, о чем заявляют и еще и угрожает так называемый, в кавычках, президент России, ну, это, конечно, пугалки и стиль нынешнего российского руководства. Не стоит его воспринимать сильно всерьез, но и в то же время не стоит не обращать на это внимания. Здесь надо просто обдумывать и понимать,
как происходит формирование нынешней российской политики. Действительно серьезный санкционный удар, действительно. И все понимают в российском руководстве, что санкции будут только усиливаться и приведут к краху и российской экономики, и финансовой системы. Китай не будет вытягивать Россию за уши, уже понятно. Да, там грозные слова, ай-яй-яй, ой-ой-ой, так нельзя, я имею в виду от китайского МИДа, требуем и так далее, но дальше этих требований все прекрасно понимают, что ничего не пойдет. Не будет китайские товарищи за уши вытаскивать из дерьма российское руководство, которое само себя туда загнало. Да, для Китая для Китаю важно, чтобы Россия в этом плане не проиграла и чтобы не было значит, обрушения фронта и так далее, чтобы российское руководство добилось каких-то, не суть важно каких, но каких-то результатов. А каких результатов китайские товарищи в принципе-то готовы разговаривать и готовы двигаться навстречу и западным партнерам и так далее. Мнение России в этом смысле вторично. Не самой России, понятно, а российского руководства. Стоит обращать внимание на эти детали. Уважаемые зрители и слушатели, на сегодня это все. Вы прекрасно знаете, что наши промежуточные выпуски — это скорее возможность оставить для вас вопрос, поэтому они не являются по своей сути суперинформативными, но тем не менее какие-то вещи, которые произошли, мы обговариваем. Оставляйте в комментариях к этому ролику свои вопросы. Пишите, перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса и далее формулируйте. Подписывайтесь на наш Patreon. Ссылочка на Patreon есть в описании к этому ролику. Там я гораздо более откровенен, чем в открытом эфире. И любопытство, еще раз повторяю, любопытство наших подписчиков Patreon удовлетворено в значительно большей степени, чем в открытом канале. Тем не менее, задавайте вопросы, и на самые популярные я отвечу и в открытом эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.